Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила рыбу в собственном соку, хотя приготовила громко сказано. Все загрузила в кастрюлю, поставила на плиту, и пока рыба томится в собственном соку, а на это уходит примерно полчаса, можно забыть о готовке. Процесс томления на азербайджанском языке звучит так: бугулама. Отсюда и название блюда – бугулама с рыбой, одна из жемчужин азербайджанской национальной кухни. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам неимоверно нежного, безумно вкусного и очень полезного обеда рыбы в собственном соку вместе. Итак, сначала подготовлю все продукты. Начну с помидоров. Бланширую помидоры, чуть-чуть нарезаю их с двух сторон, заливаю кипятком и пока оставлю в сторонке. Кстати, помидоры можно заменить томатным соусом, томатами в собственном соку, да на худой конец чайной ложкой томатной пасты. За это время, пока бланшируются помидоры, я займусь другими ингредиентами. 2 средние луковицы нарезаю полукольцами и достаточно тонко. Лук солю, чуть-чуть мну и пока тоже оставляю в сторонке. По возможности для рыбы в собственном соку я обычно применяю и зеленый, и красный болгарский перцы. Это не только для контрастности, не только для яркости. Зеленые и красные болгарские перцы отлично гармонируют друг с другом, и это не только по цветовой гамме, они имеют яркие ароматы и классно дополняют друг друга. Нам это ой как нравится. Болгарский перец нарезала достаточно крупно и также пока откладываю в сторонку. За это время у помидоров потихонечку отошла кожура. Легким движением руки снимаю кожуру у помидоров и нарезаю их на крупные кусочки. Помидоры не очень большие, поэтому каждый помидор я нарезаю на 4-5 кусочков, да, максимум. Вот и все. С овощами на этом все. Как вы видите, все ингредиенты для приготовления рыбы в собственном соку нарезаются достаточно крупно, а это еще одно преимущество этого блюда. Ну что, можно грузить овощи в кастрюлю, вернее, пока только половину. Для приготовления рыбы в собственном соку я обычно применяю кастрюлю с толстым дном. На дно кастрюли закладываю помидоры, вернее, пока всего лишь половину нарезанных помидоров. Также отправляю в кастрюлю половину нарезанного лука и болгарского перца. Затем на эту овощную подушечку отправляю куски рыбы. У меня сегодня белуга. Вполне подойдет любая рыба с крупными костями и желательно жирная. Рыбу тоже нарезаю достаточно крупно. У меня сегодня примерно 700 грамм рыбы. Я ее разделила на 4 достаточно крупные кусочки. Раскладываю куски рыбы сверху овощной подушки. Да, друзья, я сегодня готовлю рыбу в собственном соку с белугой. Она достаточно жирная рыба, поэтому я сюда не кладу масла. А если готовлю такой же обед из не очень жирной рыбы, например, из судака, да, как вариант, то обязательно закидываю в кастрюлю маленький кусочек топленого масла. Так что положить бугуламу в рыбу в собственном соку масла или нет, решите сами. И, конечно же, исходя от того, насколько жирная ваша рыба. Затем остальные овощи тоже загружаю в кастрюлю, после солю и отправляю сюда маленький набор пряностей. А из букета пряностей сегодня у меня красный и черный перец, имбирь, куркума, сумах и мускатный орех. Естественно, список и количество пряностей можно отрегулировать, даже, наверное, нужно на свое усмотрение. Водой рыбу не заливаю, в этом нет необходимости, так как при томлении и овощи, и сама рыба пустят сок. Вот если помидоры придется заменить томатной пастой или в целом овощи положить меньше, да, за неимением, тогда можно в кастрюлю налить четверть или максимум треть стакана воды. Кастрюлю с рыбой сперва ставлю на средний огонь, а после того, как пойдут первые пузырьки, обед начнет вариться, убавляю огонь
и даю рыбе томиться на низком огне. Сразу ставить рыбу на очень низкий огонь не советую, так как долго доходя до варки, рыба может выдохнуться. В общей сложности на процесс приготовления рыбы в собственном соку тратится 30-35 минут. Примерно 10-12 минут рыба доходит до варки и 20-25 минут уходит на ее томление. Вот и все, друзья. Самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, плюс минимальное количество потраченного времени перед плитой и вуаля! Нежная, сочная, душистая, ароматная и безумно вкусная рыба в собственном соку готова. Обязательно приготовьте такой вкуснятины для себя и для своих близких. Рыба в собственном соку подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения и побольше приятных поводов для застолья. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.